Народ, всем привет! В предыдущем видео я рассказывал о том, как мы подготавливали наш фундамент к заливке чернового пола. И вот мы продолжаем работу. Было подготовлено основание, хорошо утрамбовано, положен сверху пятерка пеноплекс, пленка, все это дело хорошо скотчем проклеено. И в дальнейшем мы приступаем к укладке армирующей сетки. А чтобы сетка не лежала просто так на пеноплексе, а была примерно в середине, есть классная хитрость. Берем 10-ю трубу канализационную, самую обычную, и нарезаем ее на нужную нам высоту. Допустим, как в моем случае, это 3 сантиметра. Стяжка у меня получается примерно 10-12 сантиметров на разном уровне. И вот эти 3 сантиметра это как раз 1/3 высоты стяжки от низа. Ложим эти колечки и сверху на них кидаем нашу армирующую сетку. Тем самым сетка получается внутри стяжки, а не просто закопана над бетоном. Раскидываем все колечки, раскидываем сетку, между собой ее перевязываем, чтобы не гуляло. И вот уже почти все готово к заливке. Пластик, кстати, можно класть в стяжку, в отличие от всяких битых кирпичей, камней и тому подобных вещей, потому что те могут вспучиться в дальнейшем, а с пластиком ничего не случится. Сеточку мы использовали в картах 1 на 2 метра, и она, по-моему, из 4-миллиметровой проволоки. В дальнейшем пришло дело маяков. Ведь мы же хотим сделать все ровно, значит стяжку мы будем лить по маякам. Это обычные штукатурные маяки высотой в 10 мм. Берем эти маяки и расставляем друг от друга на расстоянии чуть меньше метра, потому что мы будем работать метровым и 2-метровым правилом. Так будет гораздо удобнее. Выставляем по уровню абсолютно все маячки. Для этого из обычной цементно-песчаной смеси из раствора мы делаем вот такие вот горочки, куличики, бугорочки, называйте их как хотите, и на них ставим непосредственно маяки. На следующий день все это дело засохнет, и по ним будет очень удобно и аккуратненько литься в уровень. Пол будет очень ровный. Заливать стяжку мы будем просто песком вперемешку с цементом, 1:4. Будем мешать в бетономешалке и тачкой возить и потиху заливать, засыпать. А вместе с этим мы, конечно же, будем использовать специальные добавки для бетона. Вот такая вот добавочка, суперпластификатор. С ним бетон будет гораздо прочнее, чем без него. И с таким раствором будет гораздо легче работать, ведь он будет пластичнее. И вот пошла работа. Начинаем заливаться. По чуть-чуть, помаленечку, за вечер мы залили примерно 2 квадратных метра пробных. Залили, растянули и увидели, что в принципе все получается. На следующий день работа пошла веселее. А по участку у нас бегают ежи. Их очень много. Иногда ночью выходишь во двор, прямо слышно, как они со всех сторон копошатся. И вот следующий день. По чуть-чуть, помаленечку работа идет. Заливаем, разглаживаем. Как я уже говорил, используем пластификатор, поэтому работать со смесью достаточно просто. И все хорошо, ровненько и аккуратненько получается. Единственное, что смутило сразу во время заливки, то что вот эти бугорочки, на которые мы ставили, маяки, они первое время просматривались через стяжку. Но в дальнейшем все равномерно высохло, и никаких следов от них не осталось.
Напомню, мы купили самосвал песка и думали, зачем же так много. Но я хочу сказать, он достаточно стремительно заканчивается. Мы еще сделали далеко не все работы, а осталось уже меньше четверти от самосвала. Вот за полдня мы полностью залили кухонное пространство и часть коридора. Остался только санузел. В целом, по объему мы посчитали, за день мы замешали примерно около 2,5 кубометров бетона. И что же нам нужно для заливки бетона? Надо песок, надо цемент, пластификатор, бетономешалка и классная работящая жена. Ну и вот результат. К концу дня работа была сделана. Все было залито, растянуто, аккуратненько разглажено. И осталось только дождаться, пока все это дело высохнет. В целом, хочу сказать, что заливать стяжку по маякам достаточно просто. Получается ровно. Нет никаких бугров и огромных перепадов. Ни ям, ничего. Поэтому, если вы собрались заливать себе что-то подобное, очень советую сначала расставить маяки по уровню. И в дальнейшем по ним будет достаточно легко и просто все это дело заливать и работать. Стяжку лили специально, ведь по ней будет работать гораздо удобнее, чем по просто песчаному полу. Будет меньше грязи и в целом комфортнее. Ну а это для любителей всяких таймлэпсов. Видео с нашей камеры видеонаблюдения. Вот так вот с самого утра и до конца дня мы заливали наш бетонный пол. Сначала подтягивали на тачке цемент, раскидывали лопатой и правилом по маякам все это дело разглаживали. В дальнейшем, когда уже тачкой стало подъезжать неудобно, мы сначала заезжали сбоку, а в дальнейшем уже вдаль я растаскивал все это дело в ведре. Тяжеловато, хочу сказать. Очень много бетона за день перенесли. Примерно 2,5 кубометра. Но это самый простой способ. Можно было, конечно, купить и готовую бетономешалку, миксер. Было бы гораздо быстрее, это была бы работа сделана за полчаса. Но песок надо было куда-то применить. И тем более еще был халявный цемент. Кстати, наша камера видеонаблюдения висит уже почти 10 месяцев. И за это время она очень хорошо себя показала. На канале есть очень много видео о том, как я ее настраивал, где покупал, сколько у нее всяких прикольных плюшек. Поэтому, если интересно, проходите по ссылочке вот на этот плейлист и смотрите, изучайте.
Ну а вот это уже результат на следующий день. Получилось ровненько, красивенько, все очень прочно, аккуратно. Мы довольны. А дальше нас ждут стены. В следующем видео мы будем рассказывать о том, как мы гидроизолировали сначала фундамент, а потом начинали кладку стен. Кому понравилось, ставьте лайки, заглядывайте в описание. Всем пока!